Всем доброго утра. Всем доброго утра, друзья мои и гости моего канала. Вас приветствую я, Багира, на канале Дневник Багиры. Время, как всегда, у нас утро, 6:30 утра. Я проснулась давно, сейчас готовлю себе завтрак. И, короче, читаю комментарии. Тут одна девушка написала, ну не одна, многие девушки пишут, да, что от моей красоты они в шоке. Вот. Почему? Меня это улыбает, эти комментарии, я вам честно скажу. Почему-то у меня девушки только от моей красоты в шоке, да? Ни одного мужчины никто не написал, что они в шоке. И тут я задумалась. Почему они в шоке? Ну, думаю, как-то надо найти определение. И я, конечно же, обратилась к интернету. Итак, читаю. Почему-то думаю, это значит, мужчина не в шоке, а девушки в шоке. Девушки, женщины, девочки. Думаю, почему моя красота именно женский пол вводит в шок, в шоковое состояние. И тут я, значит, открыла интернет и задала вопрос. Такой, да? И выскакивает у меня ответ. Определение. Шок. Острое, развивающее, угрожающее жизни критическое состояние, которое является ответной реакцией организма на чрезвычайно раздражители и сопровождающее нарушение деятельности центральной нервной системы. Вы представляете, девочки? У вас серьезные заболевания. Органов дыхания, система кровообращения. При шоке сердечно-сосудистая система не способна обеспечивать адекватность кровоснабжения организма и тканей, что приводит, вы только задумайтесь, к чему вас может привести ваш шок. Сука, меня вы улыбаете вообще, как, впрочем, всегда. Гипоксия, нарушение метаболизма, развитие синдрома полиорганной недостаточности. Вы представляете, как вы серьезно больны? Шок возникает при различных заболеваниях, повреждениях и патологических состояниях. Это я вам так на заметку, чтобы вы подумали о своем здоровье. Значит, что? Значит, у нас мужчины, они как бы не травмируются, да, от моей красоты, а вы травмируетесь, девочки. Ну, девочки, лечитесь, займитесь лечением. Обязательно. Ну, вы же видите, что я очень красивая. Правильно же? Даже тут не обсуждается. Ну, блядь, у вас со психикой, значит, что-то очень плохо. Ну, я вам прочитала, да, определение вашего шока. Вот. Причины шока. Угу. Пусковыми факторами развития шока могут быть внешние причины, травма, отравление, анафилактические реакции и внутренние декомпенсация и хронические болезни, ишемической и гипертонической болезни сердца. Представляете, я хотя тоже гипертоник, но в шок меня вводит как бы это нормально, да, когда там что-то такое страстное, контрастное. Желудочно-кишечное кровотечение, девочки. Я к вам обращаюсь. Острая кишечная непроходимость. Девчонки, у вас запоры. Запоры, девчонки, блядь. Я вам серьезно говорю, я обращаюсь к тем, которые шокируются от моей красоты. Девочки, проверьте свой организм. Это очень серьезно. Понимаете? Шок представляет собой динамический процесс, начинающий с момента действия фактора агрессии, который приводит к системному нарушению кровообращения и при прогрессировании нарушения, заканчивающиеся необратимыми повреждениями органов и смертью больного. Девчонки, если вы не будете лечиться, да, и не проверять себя, все, что я выше сказала, да, прочитала вам, может вас привести к смерти, если вы останетесь на моем канале и будете смотреть меня. Если вы хотите остаться со мной
и любоваться моей просто невероятной красотой, вы должны подлечиться. Обязательно обследоваться и подлечиться. Я вам на полном серьезе говорю. Эффективность компенсаторных механизмов, степень клинических проявлений и обратимость возникающих изменений позволяет выделить и в развитии шока ряд последственных стадий. Слушайте. Выделяют 4 основных вида шока. Первое. Гиповолемический геморрагический шок, характеризующийся уменьшением общего объема крови вследствие кровотечения, большой внешней или внутренней кровопотери, ожогов, обезвоживания. Я специально для вас читаю, чтобы вы задумались. Второе. Распределительный дистрибутивный шок, который сопровождается расширением кровеносных сосудов. Это серьезно. Третье. Кардиогенный шок, характеризующийся нарушением работы сердца в результате острого инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма или дисфункции клапанов. Четвертое. Обструктивный шок характеризуется снижением сердечного выброса из-за физического препятствия кровотоку и встречается при напряжении пневмотораксе, синдроме повышенного внутрибрюшного давления, опухоли сердца и тромбах в полостях сердца. Пиздец, девчонки, вам. Тромбоэболия, легочной артерии, острой легочной гипертензии в результате острой дыхательной недостаточности. Все же мужчины молодцы, да? Мужчины вообще молодцы. Они себя как бы сохраняют. Они не вводят себя в шок от моей красоты. Мальчики у меня вообще молодцы. А вот девочки, да. Вы какие-то слабенькие, какие-то больные. Это вообще... И тут, короче, многое-многое. Откройте для себя, конечно, у себя, в вашем компьютере, да, в телефонах, в компьютере. Посмотрите, что вам грозит. Я как бы все выше изложила. Задумайтесь, девчонки. Задумайтесь, красавицы, задумайтесь. Подлечите себя, сердечко свое, нервы свои, понимаете? Потому что, это не дело, девочки. Не дай бог довести себя до инсульта или инфаркта. Я не хочу быть в этом виновна. Честно. Я потом буду думать, блядь, до конца своей жизни. До 98 лет, блядь. Что девчонки там себя довели. Кошмар какой-то. А если вы не хотите лечиться, вы просто не заходите на мой канал, и все. И все. Идите, смотрите Курбанову. Кстати, по поводу Советовой. Стоило только мне сделать такой небольшой обзорчик, да? У нее было 119 тысяч подписчиков. Целых, сколько я ее уже наблюдаю? И периодичностью как бы. Не всегда я ее наблюдаю, да? А так, захожу. Про пиратов ничего не могу пока сказать, потому что не заходила я еще, времени не было. Стоило небольшой обзорчик сделать про Советову, плюс 1000 подписчиков. А вы говорите, она на меня в суд подаст. Она, наверное, там, блядь, вообще от радости сыт кипятком сидит. Вот такую хорошую бесплатную я ей сделала рекламу. Года 1,5-2, и вот сколько я ее видела, да, наблюдала за подписчиками, сколько у нее подписчиков было, 119 тысяч, а теперь 120. Я приношу пользу народу. Вот так вот. А вы можете так приносить пользу? Задумайтесь. Да. Как-то так. И у Курбанихи, наверное, там... Я не заходила к ней. Вот. Ладно, девочки. Так что я вам всем желаю, конечно же, крепкого здоровья. Вот.
Обязательно обследуйтесь, наблюдайтесь у врачей, да, лечитесь. Пока не вылечитесь, не заходите ко мне на канал. Когда вам врач поставит, что вы здоровая, такой печать, да? Здоровая! Вы смело можете ко мне зайти. Ну, тогда у вас не будет воспринятия шока, а вы будете меня воспринимать такой, какая я есть. Красивая и смелая. Но вам дорогу не переходила. Добра вам всем, конечно же. И здоровья и вам, и вашим детям, и вашим родителям, и всего самого лучшего, и хорошего настроения. А я пошла готовить завтрак.